Их не очень интересуют всякие такие сложные слова. Не дает западным агрессорам. Подавляющее большинство россиян конформисты. Я пассивный нонконформист. Вот вы им, наверное, занимаетесь. Не большинство. Отношусь по возрасту, согласно паспорту. Конформизм в самом его эпицентре. Начинается массовое околпачивание. Поэтому все следуют мнению большинства. Делать так, чтобы Россия была марионеточным государством. Знаете ли вы, что такое конформизм? Нет, не знаем. Это когда все следуют мнению большинства. Так. Вот, как вы встречали таких людей вокруг Конечно, себя? конечно. А думали ли их как-то переубедить? Нет. Почему? Вы тоже следуете за мнением большинства? Бывает. Почему? Бывает такое. Всякое бывает. Бывает, что и за большинством следуешь. Знаем. Вот вы им, наверное, занимаетесь. Нет. Вот мы нет. Вот мы как раз ищем тех, вот, кто знает это и кто не хочет так жить. Так, ну вы что, вы хотите на какие-то острые темы нас выводить, да? Не совсем на острые нельзя, статьи же Уголовного кодекса за все, и мы не хотим никого подставлять. Вот. Мы недовольны всем. Я недоволен 60 лет, сколько я вот сознательно мою Я жизнь. снимаю, ты учти. Да, я был всегда всем недоволен. И вот результат моего недовольства вот я вижу перед собой. Как вы считаете, можем ли мы что-то поменять, и поменяется Если ли это люди вообще? не поменяются, ничего не поменяется. Люди, нравственность не поменяется, ничего не поменяется. Каждый должен дерзать, каждый должен совершать подвиг. Если этого не будет, ничего не получится. Что считать подвигом? Созидательный подвиг должен, созидательный. Навальный не в том не прав, что он критикует, а в том, что он рекомендует не те средства для спасения. Про Навального говорить за язык. Смотрите на нас. Мы уже выглядим как конформизм в самом его эпицентре. По-моему, наоборот. Почему? Потому что конформизм — это когда следует за мнением большинства, а вы вот яркая, красивая, не как вот все мы в сером. Почему? Мы как ваш микрофон. У нас просто большинство какое-то неверное. А пытаетесь ли вы переубедить кого-то вокруг себя не следовать этому мнению? Нет. Вы знаете, у нас есть психолог, нам пара читала. Вот, так она сказала, что мне тяжело по жизни, будь что я не формат. Почему, может, наоборот, вы самый, что ни на есть формат, и всем нужно быть разносторонними? Но это смотря во что вписываться. Знаете? Не знаю, простите, до свидания. Встречали. Как вы считаете, это правильно или неправильно? Смотря с какой стороны посмотреть на это. Все-таки мнение большинства всегда ли стоит? Я не большинство. Да нет, все должно быть в меру. Я неплохо от конформизма отношусь. Мне некогда конформизм. Нет, мы не знаем. Нет, не знаем. Не знаете, что это или не? Знаем. Ну, встречали, конечно. А себя относите к таким? Нет. А переубеждаете как-то Себя или людей остальных? людей? Людей? Ну, иногда. Получается? Когда как тоже. Что такое конформизм, и знаете ли вы конформистов вокруг себя? Вы знаете, мне кажется, в нашей стране так много сейчас людей заняты работой, что я думаю, что их не очень интересуют всякие такие сложные слова. У нас страна людей, которые хотят работать каждый день. Честно, не знаю, что такое. Это когда все следуют мнению большинства. Вот вы встречали таких и относите ли себя к таким? Возможно, частично, да. Могу себя отнести к такому человеку, но стараюсь все-таки в каких-то моментах отходить от мнения большинства. Каких отходите? Слушайте, такой, конечно, серьезный вопрос, надо подумать. Не знаю, в мнениях, может быть, какого-то воспитания или отношения к близким, друзьям и так далее. Консервативный взгляд на вещи. А Старинный. вы как относите себя к конформистам? Отношусь по возрасту, согласно паспорту. В смысле? Вот что обозначает конформизм? Человек, мне кажется, который меняет свои убеждения, так? Почти. Это тот, который следует убеждениям большинства. Ну и почему бы и нет ему не следовать? Это же начинается массовое околпачивание. Поэтому все следуют мнению большинства. А вы следуете? Я? Неа. А переубеждаете людей вокруг себя? Нет, конечно, это бесполезное занятие. Здравствуйте, не знаю. Это когда все следуют мнению большинства. Вот вы себя относите к конформистам? Ни Может, в коем случае. знаете конформистов вокруг себя? Нет. Все только со своим собственным мнением? Да. А почему же у нас только все одна линия тогда? Вы знаете, я никогда не задумывался над этим вопросом.
Я считаю, что сколько людей, столько с точек зрения, это тоже. Но, конечно, единая точка зрения должна же быть. Как это? Люди же все-таки разумные существа. Мы не хотим, но потому что подавляющее большинство не хочет. Вот, если видим несправедливость, то подавляющее большинство людей, если не борются с несправедливостью, то во всяком случае внутренне они противостоят ей. А большинство, наверное, вы правы. Не знаю. Это когда все следуют мнению большинства. Вы себя относите к этим людям в окружении вашем? Много таких людей? Ну, я не отношу себя к окружению. Тоже, наверное, немного. Как вы думаете, можно ли в России что-то поменять? Улучшить жизнь граждан? Думаю, да. Когда и как? Не знаю. Что делать? Вот вам молодой, красивый. Жизнь только начинается. Как-то не думаю об этом. Что такое конформизм? Это какое-то направление. Ой, по-моему, это связано с искусством. Нет, ну, я не помню. Это когда все следуют мнению большинства. Вот вы себя относите к таким людям? Смотря какая тема. Я считаю, что, например, в каких-то делах, которые касаются лично тебя и твоего образа в обществе, нужно искать какие-то свои, не знаю, исключительные особенности, формировать их. Но опять-таки, когда мы что-то формируем в себе новое, то мы в любом случае смотрим на кого-то и пытаемся взять пример. И только когда мы что-то скопируем, мы потом начинаем формировать свое на основе того, что есть уже, то есть компилировать. Общая политическая жизнь в стране, ее будущее, это общее или лично ваше? Я считаю, что здесь есть и общее, и личное, потому что общее – это то, как мы себя вообще как ведем как государство, и что мы делаем для того, чтобы государство улучшилось, а личное – это… Ну, то есть это какие-то простые действия, которые помогают сохранять комфортную среду вокруг себя, своих соседей и родных. Что такое конформизм? Я не знаю. Как же это объяснить? Можно своими словами просто. Наверное, быть согласным, не знаю, с политикой или… Вы относите себя к конформистам и знаете конформистов вокруг себя? Ну, я пассивный нонконформист. Не знаю даже. Как вы считаете, должно быть много мнений или только одно? Конечно, много должно быть. Будет ли у нас такая страна, в которой будет много мнений? Хотелось бы в это верить. Нет. Встречали ли вы таких людей, может, вокруг себя? Даже не представляете, что это такое? Нет, что-то говорили про это, да? Нет, я даже не представляю, не знаю. Честно говоря, не знаю. Это когда все следуют мнению большинства. Люди. Вот как вы относите себя к таким людям и как вот считаете, много ли вокруг вас таких людей? Честно, сложно сказать, потому что смотря какому мнению следует. Потому что есть люди, которые считают, что, допустим, там, образно говоря, Сталин причинил для России больше вреда, а есть люди, которые считают, что вне зависимости от этого вреда есть как бы и польза. И, соответственно, я больше склоняюсь к тому, что люди должны считать, оценивать разные точки зрения и приходить к своему. А вот вы к какой категории в отношении Сталина относитесь, если не секрет? Я историк, поэтому я считаю, что нельзя оценивать наверняка, хороший или плохой человек. Я знаю, что вот есть политика, есть война, которая победила, которую советский народ победил, есть куча пятилетки, которые восстановили государство, считайте, с военных времен, и есть огромное количество итогов его правления, которые еще очень долго будут в нашей стране отзываться. А так вообще мое мнение к Иосифу Сталину изначально было сформировано на книгах Евгения Юрьевича Спицына. А потом я уже стал изучать этот вопрос более детально и пришел к такому мнению. Хотя все мои знакомые считают его сущим адом. Вам, как историку, вопрос. Владимир Путин, он кто в современной истории? В современной истории я считаю, что Владимир Путин тот человек, который вне зависимости от всех каких-либо проблем для России, вне зависимости от проблем
с миром, он все-таки как-то поддерживает политику России и не дает западным агрессорам, Западу сделать так, чтобы Россия была марионеточным государством. Знаете? Нет. Это когда все следуют мнению большинства. Вот вы относите себя к конформистам и встречали ли, может быть, вокруг себя таких людей? Встречал. А себя относите? Маршрут построен. Нет. А делаете что-нибудь, чтобы изменить как-то это? Делаю. Успешно или не очень? Когда как? Конформизм. Мы не отвечаем на вопросы. Здравствуйте, что такое конформизм? Конформизм – это такое состояние человеческой психики, когда он принимает любые изменения как должное и, соответственно, адаптируется, принимая их как неизбежные. Как вы считаете, много ли россиян конформистов? Но, исходя из существующей ситуации, подавляющее большинство россиян конформисты, но они конформисты не по идейным соображениям, а по причине того, что у них есть сложности с преодолением личностных страхов. То есть они по обстоятельствам конформисты. То есть, понятно, что происходит, всем известно, понятно, очевидно, но, тем не менее, многие... Это называется конформизм, в какой-то степени можно сравнить с так называемой страусиной позицией. То есть, когда там голова в песке, а попа там с перьями вот сверху. И вот, кажется, что вроде ничего не происходит, а, попа в опасности. Вот. Но люди делают вид, что, вполне себе неплохо. Можно спрятать голову, и, казалось бы, все хорошо. Как вы думаете, так может долго продолжаться? Долго вряд ли. Слушайте, опять же, те, кто знает российскую историю, они все прекрасно отдают себе отчет, что российский народ, он такой долготерпец, вот. Но вся беда заключается в том, что народ долго терпит, а потом эта пружина, когда распрямляется, то проливается много кровушки. Такая штука.